Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто прекрасная женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искреннем, честном, добром слове поддержки, вы попали на нужный канал. Тема сегодняшнего расклада. Твой код взломан. Какая правда о тебе наконец-то пробила его броню? Он долго верил, что изучил тебя, что ты для него прочитанная книга. Понятный алгоритм, удобный сценарий. Он выстроил мощную броню из равнодушия и логики, чтобы не подпускать тебя слишком близко. Но, все изменилось. Твой код взломан. Произошло нечто. То, чего он не ожидал. Какая-то правда о тебе. Твоя истинная глубина или твоя скрытая боль просочилась сквозь его защиту. И теперь его система безопасности выдает критическую ошибку. Он больше не может смотреть на тебя прежними глазами. Хочешь узнать, какой именно твой секрет пробил его защиту? И почему он теперь так странно себя ощущает? Давайте посмотрим, узнаем, что же случилось. Для начала делаю, девочки, сигнификацию этого мужчины, загаданного вами. Если вы узнаете его глаза, улыбку, тембр голоса, будет портрет на него очень похож. А вы вспоминайте, пожалуйста, и глазки, и улыбку, и тембр голоса, и какие-то особенности. В общем, если сигнификация сейчас будет на него похожа, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой мужчина? Назовите его имя. Какое? Ох, сразу. Добро пожаловать. Вампир. Луна. Офигеть. Вампир, который под луной бродит. Созависимые отношения. Зависимость. Ох, нежность какая. Разбитое сердце. Павлин вышел. Ну, куда ж без него? И зеркало. Угу. Очень интересно. Буду докладывать. Так, мужчина наш замечательный. Он же павлин, он же вампир, да? Он же нежный мужчина с разбитым сердцем. Так, ладно. Давайте уточним. Вампирушка, вампир. Это он вампир у нас? Это вы вампир? Ваша карта, девочки, вышла. Это вы вампир. Я не поняла, о чем это. Очень интересно. Вы, что вы? Вы хитрая лиса. Офигеть. Которая защищается. Смотрите, как интересно рассказывают карты. Вы хитрая лиса, которая защищается. Сейчас научилась защищаться. Видите, карта защиты. От этого вампирчика. То есть мужчина привык больше брать, чем отдавать. Может быть, эти сценарии он привык также постоянно проворачивать, прокручивать. А тут с вами что-то пошла, коса на камень нашла. И вы, может, не сразу, но потом проявились как изобретательная, хитрая особа, которая свои ресурсы наконец-то начала защищать и не давать пользоваться. Может быть, элементарно вы говорите: да я тоже хочу нежности, ласки, уважения. Почему я должна все отдавать? А мне? А кто мне это даст? Прям смешно мне чуть-чуть стало. Так, ладно. Ну, мужчина, знаете, такой, я тут не удивлюсь, если в него влюбляются, подвисают, зависают. Он такой, может создавать ореол какой-то таинственности, мистика, тут что-то такое. Я не удивлюсь, если вы тут для себя могли в один момент прям считать его, вот, это моя вторая половинка, да, тут как зеркало, одна душа на двоих. Тут прям близнецовые пламена, и все, что хочешь, могли сюда тут себе не обязательно придумать. Может, отчасти оно такие есть у кого-то, проиграется. Ну, тут по Луне очень мутный товарищ, у которого очень много тайн. И он сознательно эти тайны удерживает в тайне, да? Сознательно он не делится тут лишней информацией о себе, как будто бы чем больше это мраку этого нагонишь, тем интересней будет.
оно так отчасти и срабатывает в его случае, да, ну до поры до времени. Так, опять-таки, тут созависимые отношения, понятно, какая-то может быть страсть, влюбленность. Мужчина сам подвержен каким-то вот этим эмоциональным качелям, сам по себе проблемный, то есть то ли, как вам сказать, не самый мягкий и податливый характер, да, сам по себе может быть с зависимостями. И опять-таки, когда вы входите в связку с этим мужчиной, какие-то проблемы, часть этих проблем ложится на ваши плечи. Но может быть очень нежным, ласковым, может быть, он разным может быть. Вот в этом его секрет даже отчасти, да. Тут его показали как самовлюбленного. Павлин, который распускает перышки, который показывает все свои достоинства, харизматичный очень, эгоистичный довольно-таки. Но может тут, кстати, он вот эту нежность использовать даже как оружие. Биологическое оружие, да, он может быть очень ласковым и находить вот как эти уязвимые места. А что женщинам нужно? Женщине не скажи ласковое слово. Даже не обязательно лапшу на уши навешай. Ну, тут может быть мастер разговорного жанра. Да, уметь находить подход. Хороший, ну, психолог, манипулятор отчасти, да, хороший. По Луне тут 100%. Как будто бы он понимает женскую натуру. Суть женщины понимает. И тут легко манипулировать ему. Он особо даже и не задумывается, как-то у него так получается. Но несмотря на это, смотрите, тут сердечко разбито у этого павлина. Опять-таки такое ощущение, как будто пошло что-то не так, пошло не по его сценарию. Почему у тебя сердце разбито? Ух ты, это работа третьих лиц, говорит. Вполне возможно, отношения труднореализуемые с какой-то женщиной, которой он, может, подвлюбился неожиданно, да, в женщину. А то ли она не свободна, то ли он, может, не свободен. Карта работы третьих лиц. Ну, то есть он не может игнорировать эти третьи лица, которые присутствуют во взаимоотношениях. И из-за этого тут проблема, да. Какая-то женщина, ой, мои хорошие, еще почему сердце разбито, какая-то женщина слишком мудрая для того, чтобы самой сейчас проявлять инициативу. Какие-то трудности во взаимоотношениях, может он привык, что женщины сами прикладывают усилия и добиваются то ли его, то ли пытаются, да, знаете, как-то заявить о себе, дабы он там уже сам сделал выбор, но изначально они могут как-то проявляться. А тут вот карты говорят о том, что сова – это мудрость женская, и она сама не проявляет эту инициативу, а ждет, может, от него. У него сердечко разбито. Какой-то, вот изначально мне даже вот эта карта Луна, она мне говорит о том, что у него могут быть какие-то такие проявления, я не могу сказать, там прям женский характер, нет. Но какие-то такие, опять-таки, проявления. Это история о том, что скорее будет занимать такую какую-то выжидательную позицию и ожидать, чтобы в его сторону кто-то проявлялся, там, может, прикладывал усилия для того, чтобы отношения продолжались. Вот как-то, может, даже из той серии, когда ему интересно, как женщина будет его завоевывать, на что она готова ради него. Вот тут такое вот по Луне мне так это идет. Вот, это как покровитель женщин. Ну, что-то мне тут какие-то вот такие вот моменты. Как будто бы он прям как спектакли какие-то может разыгрывать, да, вот, и смотреть со стороны, наблюдать, а как вот, как женщина будет опять-таки, как себя вести. На что она опять-таки готова, чем готова может пожертвовать, на какие компромиссы она готова. Типа, проявляйся, детка, я посмотрю. Что такое? Так, вот такой мужчина мне пришел. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, мы смотрим, да, что именно пробило его защиту, какая
правда о вас? Истинная ваша глубина или ваша скрытая боль? Что именно пробило его защиту? Что изменило все? Какая-то информация о вас. Что это? Возьму эротическую колоду, добавлю эротики. Что изменило его? Что пробило его защиту? Какая правда о вас наконец-то пробила его броню? Смотрим. На прямых, девочки, смотрим. Сразу говорю, доступ к информации получен через сплетни. Карта сплетни. Ну, тут как будто бы, я не знаю, насколько это что-то новое, да, но так, сейчас так вот, так вот. Опять-таки, ему как будто бы нашептывают о вас, то ли как, ну, не обязательно тут женщина, тут больше женщины изображены, да, сплетни. О вас, вас характеризуют сейчас как женщину, которая может прожила уже тяжелые какие-то времена, открыла для себя истину. Истина заключается в том, что если раньше она там, допустим, мужчин, в принципе, или какого-то мужчину боготворила, ставила на пьедестал, относилась как к господину, да, и этот мужчина, вот ему давали вот эту волю над вами, да, вы сами давали эту волю. И этот мужчина мог себя вести по-свински, по-хамски, картогрязь, некрасиво вести себя. И вы, может, закрывали глаза на что-то. Закрывали глаза, давали шансы, опять-таки, может, находились в каких-то взаимоотношениях, в которых, ну, обесценивали где-то сами себя. То сейчас основное это говорят о вас, что у вас тут полностью поменялось восприятие взаимоотношений между мужчиной и женщиной. По-другому. Ценность их поменялась. Как-то по-другому вы начали на это все смотреть. Опять-таки, карта царевна – это женщина, которая любит себя, холит, лелеет, где-то даже может поступать в ущерб. Тут материальный подтекст. То есть свои какие-то желания ставить выше потребностей, желаний родных, близких. Тут даже так, вот такой какой-то перекос даже типа может быть. Но это как компенсация после того, что вы тут испытали, после того, с чем вы столкнулись, как будто бы сейчас вы ведете себя нарочито, вот как-то так, себя наставите на пьедестал, себе вот эту корону на голову одели и не хотите вообще ее, и не планируете ее снимать. Ни ради кого. Опять-таки, какая правда тут о вас, девочки? Тут правда о вас, о том, что карта счастья, тут как будто бы вы поставили себе целью быть счастливой. Даже несмотря ни на что, а вопреки даже тому, что случилось. Это вот замечательная фраза, да. Не столь важно, что с тобой произошло, гораздо важнее, что ты дальше с этим делаешь, да. Как ты дальше живешь. У каждого из нас бывают трудные времена, но как мы выходим из этих состояний, это очень важно. А тут вот он узнал о вас, что вы как будто как себе дали установку такую, прям как аффирмации такие. Нифига, врешь не возьмешь, я буду счастлива, я уже счастлива, несмотря ни на что, вопреки всему.
И тут карта ведьма ведающая, обладающая тайными знаниями. Это все о вас, девочки. Карта сила. Может быть, даже говорят о вас, что вы тут, у вас какое-то увлечение, хобби. У вас эти какие-то тайные знания. Плюс вы в этом себя очень комфортно чувствуете. Тут нет такого, знаете, ощущения, что вы этим увлекаетесь для того, чтобы там боль душевную, не знаю, там, исцелить, да. Может, поначалу оно так и было, но сейчас вы настолько в этом как будто гармоничны и сильны в этом, и ваша сила в этом, может быть, в интуиции. Это своего рода как это сказать, курсы психотерапии, да? Вот как будто бы вы отчасти исцелили сами себя. Вот тут вот это все сюда. Нашли, может быть, в Таро, в психологии, эти подсказки. Тут очень сильная женщина. Тут ваша трансформация по вот этой карте показана. Не зря вы к этому всему пришли. Опять-таки, вы сейчас живете полной, насыщенной какой-то жизнью. Опять-таки, если вы вспоминаете что-то прошлое, что-то из прошлого, то вы не только вспоминаете хорошее, но вы прекрасно помните, допустим, в отношении вас какие-то агрессии, какие-то конфликты. То есть нет такого, знаете, все прощения, вот я прощаю и повторяй со мной эти сценарии. Нет, нет, нет. Тут точки над «и» расставлены, уже сделан выбор в сторону себя. Карта ключик и карта истина. Истина вам какая-то открылась. То есть урок уже вы прошли. Тут женщина настолько изменилась. При этом история о том, что вы прекрасно понимаете, что за вами следят. Вы прекрасно понимаете, что вы интересны для многих мужчин. И, может быть, даже знаете, что вот эти вот сплетни о вас какие-то тут кто-то собирает, передает. Вы осознаете это. И свою тут привлекательность вы осознаете. Тут основное, что может быть его вот не знаю, триггернуло, да, нет, что заставило его посмотреть на вас по-другому, это где-то ваш даже пофигизм, как будто бы вы уже отпустили где-то какие-то претензии, надежды, иллюзии, и сказали: хватит, жизнь короткая, я живу своей жизнью, без привязок к какому-либо мужчине. Опять-таки, даже если буду вспоминать прошлое, да, периодически я вспоминаю, но я помню не просто там какие-то любовную там эйфорию, не какие-то там радостные моменты. Я помню и тут агрессия, агрессор какой-то мужчина, может быть, этот же мужчина, как он себя проявлял. Какое-то его очень некрасивое проявление, вот лицо его такое, прям агрессор, да. Как будто бы я четко уже составила картинку, да. И эта картинка, это не вымышленное какое-то там видение, это реальность, это истина. Какая-то истина вас, ну, именно у вас сложилась истинная картинка происходящего, то, как оно было, как пазлики какие-то сошлись. И поэтому вы сейчас, ну, не представляетесь ему женщиной там какой-то, не знаю, настолько от мира далекой какой-то, да, там, которая верит в волшебство в виде наврогов. Вы по-другому, вот это как будто бы инструмент, это Таро, психологию вы используете по-другому. Не для того, чтобы уйти от этого мира, да, куда-то в какие-то замки там воздушные, а для того, чтобы наоборот лучше понимать, и что происходит, почему вот именно этот мужчина так проявлялся, почему вы позволяли так как-то ему проявлять себя. Тут такое, вот, будто бы наоборот, он видит вас женщиной очень трезво мыслящей. При этом, девочки, по этой карте он видит вашу сексуальность, привлекательность. Вы для него еще более манки стали. Да, вот это интересно. Как будто бы тут задачка, знаете, со звездочкой. Женщина уже непростая. И точно необыкновенная, да. Ну, как-то все вместе. Тут какая-то гремучая смесь.
коктейль такой. И очень, как вам сказать, не то, что там рационально вы смотрите, практично. Нет, тут просто как будто бы у вас, может быть, была какая-то пелена перед глазами. А сейчас уже остатки этой пелены развеялись, рассеялись. И очень здравомыслящая женщина. Мудрая, здравомыслящая. Все, девочки, вот такой расклад у меня сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.